Ее лицо было таким гладким и белым, что казалось безвозрастным. Кто перед ним, юная дева или взрослая женщина? Она смотрела прямо, не опуская глаз, с явной заинтересованностью. Князь Даниил Галицкий низко поклонился. И тут же, по кивку Баракчин, супруги всесильного Батыя ему поднесли золотую чашу. Непривычен ты к нашему кумысу, князь. Но это не беда. Мы твои обычаи знаем. Бери чашу. Супруга хана и сама принимала иностранных гостей. В 1246 году, когда к Батыю приехал князь Даниил Галицкий, гостю разрешили выказать уважение и Баракчин. Ханша встречала князя в своей половине покоев, разумеется, в присутствии многочисленной челяди и охраны. Чтобы выказать свое расположение к Даниилу Галицкому, Баракчин приказала поднести ему вина, а не черного кумыса, который предпочитала ордынская знать. Неизвестно, о чем они беседовали, но князь получил от Батыя ярлык на правление. Повлияло ли это на Баракчин? Возможно. Как в Улусе Джучи появилась Баракчин и когда она родилась, никто не знает до сих пор. Вот что пишет Фазаллах Рашид ад-Дин, персидский государственный деятель, врач и ученый, энциклопедист, министр государства хулагуидов. Она была из племени алчи-татар, и в этом государстве хулагуидов неизвестен никто, пользующийся почтением и славой, кто заслуживал бы записи, но в Улусе Джучи-хана старшая супруга Бату, сына Джучи-хана по имени Баракчин, была из алчи-татар. Есть версия, что эта девушка из племени алчи-татар доводилась родственницей одному из наёнов, военачальников хана Батыя. Этот великан Иткара пользовался безусловным доверием хана, и правитель Золотой Орды мог взять в жены одну из его сестер или племянниц, чтобы обеспечить еще большую преданность большого клана. А семья у Иткара была действительно огромной, как и у многих монгольских семей. Баракчин Хатун стала первой яркой и влиятельной женщиной в истории Золотой Орды. Один арабский хронист писал о ней как о женщине с выдающимся умом и талантом к управлению. По другой из версий, она была супругой самого Угидей-хана, императора Монгольской империи, хотя достоверных сведений нет. После его смерти она якобы перебралась к Батыю, жила с ним, а затем после его смерти вышла замуж за его сына Тукана. В 1256 году Батый умер, и править после него должен был его старший сын Сартак. Поскольку наследник находился далеко от дома, Баракчин приказала немедленно оповестить сына. Однако у нее был могущественный враг, родной брат Батыя Берке. Этот чингизид мечтал сам получить власть над Улусом, и по всей видимости именно Берке распорядился отравить Сартака. Так или иначе, молодой наследник Батыя не успел принять власть, скончался по дороге к дому. Но как бы там ни было, для Дукана Баракчин была и женой, и одновременно мачехой. Очень запутанная история монгольской династической семьи. Такой мини-сериал в духе Игры престолов. Давайте я покажу этих товарищей схематично. Это хан Батый и его брат Берке. Это старшие дети Батыя, Тукан и Абукан. У Батыя от Баракчин родились дети Сартак и Мунке. Сын Сартака Улакчи. Так, разобрались? Ну, поехали дальше. Улакчи, сын Сартака, находился у власти около года и даже успел во время своего правления произвести очередной передел в землях Руси, подтвердил права одних русских князей и утвердил новых, только что занявших столы. Впрочем, годом позже, в 1257 году или начале 1258 он неожиданно умер. На этот раз прямых оснований для обвинения Берке в убийстве правителя не имелось. Однако именно ему эта смерть была наиболее выгодна.
Когда внезапно умер юный Улакчи, следующий хан после Батыя, Баракчин решила продвинуть на трон своего сына Мунке. Для этого она пошла на союз с главным врагом Орды Хулагу, правителем Ильханата. Ильханат – государство хулагуидов, обозначение державы, основанной Чингизидом Хулагу и управляющейся его потомками. Официальное название царства хулагуидов – Иранская земля или просто Иран. А вот это было ее большой ошибкой. Вот что пишет арабский автор XIV века Ан-Нувайри. Баракшин, жена Тукан, захотела, чтобы власть над северными странами после смерти Сартака досталась сыну ее Мунке. Она обладала обширным умом и умением распоряжаться. Но с нею не согласились на это ни ханы, сыновья Бату-хана, дяди сына ее, ни темники. Увидев это их сопротивление, она вошла в сношение с Хулагу, сыном Тули, послала к нему стрелу без перьев и кафтан без пояса и отправила к нему посла сказать: «Нет более стрелы в колчане, и налучье осталось без лука, приходи, чтобы принять царство». Потом она отправилась вслед за послом и старалась добраться до Хулагу и привести его в страны северные. Но не дождавшись ответа, что могло занять месяцы, Баракчин решил отправиться к Хулагу лично. О переписке Баракчин с Хулагу стало известно Берке, и, естественно, он не преминул обвинить правительницу в измене. И она в значительной степени подтвердила его обвинение. Поняв, что ее замысел раскрыт, она пыталась бежать и добраться до Ирана под защиту Хулагу. Тут даже наиболее преданные семейству Бату Найоны убедились в ее измене. В дороге ее перехватили и убили люди Берке, брата Батыя. Возможно, именно он стоял за гибелью и Сартака, и Улакчи. После ее казни у Берке не оставалось уже никаких влиятельных соперников, несмотря на то, что живы были другие сыновья Сартака. Однако брат Бату вполне отдавал себе отчет, что Мунке никогда не утвердит его правителем Золотой Орды. Когда же Берке узнал, что хан лично отправился в поход против империи Сун в Южном Китае, он решился на крайне рискованный шаг, самовольно провозгласил себя правителем Золотой Орды, фактически узурпировав власть. В самой Орде Берке пользовался безусловной поддержкой большинства знати и значительной части населения, всех мусульман. Соседние страны не посмели вмешиваться во внутренние дела могущественного улуса Джучи. Таким образом, единственная опасность для власти нового правителя могла исходить только от монгольского хана Мунке. Известный своей приверженностью к законам, он мог сурово расправиться с узурпатором, бросившим вызов его власти. Этот случай стал первым династическим кризисом Золотой Орды, но далеко не последним. Жажда ханской власти толкала претендентов на интриги, отравления и убийства. Трон часто становился добычей не старших и опытных, а молодых и решительных. Хитрость, решимость и жестокость – вот что давало преимущество. Но Золотая Орда отличалась еще одним. Женщина здесь могла играть ключевую роль и влиять на ход истории не хуже мужчин. Баракчин почти это удалось, но ей просто не повезло.